Так, всем доброго времени суток. Сейчас снимаем видео о том, как снять генератор, если он свистит. Если он свистит и если на нем свистят подшипники. Засвистел генератор. Сейчас будем смотреть, что с ним. Вот расположение генератора. Вот здесь надо для начала выкрутить болт натяжения. Вот здесь видно. Болт натяжения с этой стороны выкручивается ключом на 13. И сейчас надо будет снизу подлезть и снимать кронштейн и сам генератор. Сейчас посмотрим. Так, вот отсюда видно, что вот этот на кронштейне болт на 14 головкой выкручиваем. Там еще есть два болта. Один здесь рядом, а второй внизу. Каждый из них выкрутим и снимем генератор с кронштейна. Так. Второй болт находится здесь, снизу кронштейна. Его тоже выкручиваем. Так. Выкручиваем. Третий болт, который мы выкручиваем, это болт. Вот здесь его видно, почему-то он на 15. Так, болт на 15 находится в таком труднодоступном месте. И туда надо с длинной головкой ключ подносить, чтобы выкрутить. Так выкручиваем. Так, опустили мы генератор на привод вниз. И видно, что там идет одна клемма. Ее снять надо будет. Клемму. Снять вот эту вот фишку, которая, вон видно, два проводка на генераторе. И снять сам генератор. А, еще предварительно снимите вот здесь вот с датчика положения коленвала снимите тоже фишку, потому что он может упасть и оборвать ее. Итак, будем снимать контакты. Продолжаем видео. Так, сняли мы генератор. Сняли с него вот этот вот защитный щиток. Так, как он стоит-то? Вот так, на клипсах стоит. Сняли. Так, выкрутили вот эти шпильки. Раз, два, три, 4. Вот это не выходит. Но мы ее ослабили. Вот она свободна. Так. Вот эти болты выкрутили. Вот этот болт надо приобрести. И тут две шпильки слизаны были. Две шпильки купим. Так. И я так понимаю. Я посмотрел. Я так понимаю, что не отделаюсь именно заменой подшипников. Придется еще и менять вот эту вот штуку. Она называется регулятор напряжения. Вот эту штуку еще менять. Посмотрим, что можно сделать с этим. Да, и вот где щеточный узел, здесь где клеммы бороздка находится, вот здесь вот не видно. Такая вот канавка неприятная. Надо будет посмотреть допустимые нормы, сколько можно сделать. Но посмотрим, что с этим можно сделать. Так, на сегодня пока все. Завтра продолжу свое видео. Итак, доброго времени, дорогие друзья. Сейчас продолжаем снимать наш вчерашний генератор, который мы сняли. И здесь я немножко схитрил. Схитрил в каком плане? Не стал все делать сам. Вчера, когда пошел покупать подшипники, отдал его в СТО за 400 рублей. Заменили задний и передний подшипник генератора.
Но я могу рассказать, как это делается. Сначала снимается вот этот шкив, вот здесь выкручивается. Потом под ним вот находится вот здесь вот квадратная пластина. Ее выкручиваете, она там находится. Выкручиваете здесь 4 болта. И вот эти вот болты выкручиваете. Они часто прикипают, поэтому можно их заменить сразу, купить. Вот эти болты прикипели, я их заменил. И поменял вот этот болт. Так, щетки здесь живые, щеточный узел, вот он живой. Что еще? Какие моменты? Да, выкручиваете, снимаете шкив, потом разнимаете вот здесь вот, разнимаете вот эти половинки генератора. И вот здесь вот находится подшипник, и вот здесь вот. Будьте осторожны, когда будете снимать подшипники с якоря, чтобы не погнуть якорь. Потому что если погнете, придется потратиться, чтобы купить новый генератор. Итак, сейчас продолжаем устанавливать генератор. Сейчас оденем кожух. Сначала прикрутим щеточный узел. Вот этот вот регулятор прикрутим. И продолжим сборку. Установили кожух. Кожух установили. Сейчас будем ставить кронштейн сюда. Вот он кронштейн. Сюда прикрепим. И потом будем ставить на место генератор. Так, прикрутили мы кронштейн. Сейчас заводим вот сюда под колесо снизу. Заводим генератор. И там сверху будем смотреть. Так, что еще? Снизу вот когда заведете, сразу прикрутите вот эту клемму. И поставьте вот эту фишку. Так удобнее будет. Сейчас посмотрим. Видно ли будет? Или будет не видно? Наверное, должно быть видно. Не видно. Так, отсюда должно быть видно.
Так, поставили мы генератор. Снизу кронштейн прикрутили. Одели обратно датчик коленвала. Разъем на регулятор напряжения. И прикрутили силовую клемму. Плюсовую клемму к генератору. Так. Небольшой совет. Надо было вам вначале сказать об этом, но небольшой совет. Если вы не знаете, что свистит, ремень или подшипники, просто вот снимите ремень и крутаните шкив. Он должен так посвистывать, или подозрительный свист должен быть. Если шелест есть, тогда это говорит о том, что надо снимать подшипники, замену подшипников делать. Хотя на данном генераторе, на данном приводе, вот на данном ремне, приводе, который тут есть, я сомневаюсь, что может свистеть ремень, потому что ремень ручейковый. Мне сказали, что такие ремни не свистят, хотя могу ошибаться. Если ошибаюсь, вы напишите, объясните. И так, сейчас одеваем ремень, натягиваем, вот здесь натяжитель находится, натягиваем и заводим. Думаю, все будет хорошо. Завели мы машину. И сейчас в начале свист был очень хороший такой свист. Я так понял, из-за ремня, потому что визуально видно было, что ремень проскальзывает. Ремень крутился быстрее, двигался быстрее по оси, а шкив отставал, и из-за этого свист. Придется новый ремень. Так что были неправы те, кто говорил, что ремень этот не проскальзывает и не свистит. Ну а так, внешне хорошо машина ведет себя. Ладно, мыть надо двигатель. Ладно, посмотрим, что там с заменой дальше будет. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь.